Мы продолжим рассматривать, что нового появилось в Swift 5.0. И сегодня мы рассмотрим про новый метод, который появился для целых чисел. Этот метод помогает нам проверить делимость целого числа на какое-то определенное число. Например, если мы хотим проверить целое число, является ли оно отчетным или нечетным, то можем использовать этот метод для того, чтобы проверить, делится ли он на 2 или нет. Тогда мы узнаем, является ли он отчетным или нет. Ну, давайте я вам покажу, чтобы это визуально вы могли представить, потому что на слух очень сложно воспринимать. Смотрите, здесь вот у нас есть число, да, например, 4, и мы хотим проверить, делится ли это число на 2. Если делится, да, и у нас получается целое число, да, к примеру, 2 или 0, да, то есть какое-то конкретное целое число, то вот это значение здесь вот вернется нам как логическое значение true. И тогда распечатается вот этот блок print и even, да, то есть вот этот блок if. Если, допустим, здесь будет какое-то нечетное число, то, понятное дело, вот это выражение вернет нам значение false, и тогда распечатается этот блок кода, да, блок else. Но этот метод всего лишь появился в Swift 5.0, и, может быть, вполне возникнет такой резонный вопрос, а как программисты проверяли, является ли число четным или нечетным до Swift 5.0? Но они это делали с помощью оператора остатка деления. Давайте покажу, как это можно было бы сделать. If, допустим, также берем вот этот row number, используем оператор остатка деления, это у нас символ процента, и проверяем остатка отделения от двойки. Если остаток отделения от целого числа 2 равняется нулю, то это у нас получается число положительное, да? Тогда можем распечатать его как вот так вот, да, printf, число положительное. Иначе число является нечетным. То есть, если коротко сказать, да, оператор остатка деления проверяет, сколько вот этих вот целых чисел войдет в это конкретное число, да, и возвращает остаток. В данном случае вот в пятерочку входит два числа, два целых числа, вот этих вот, да, две двойки. Получается, это 2 умножить на 2 будет 4, да, и от пятерки отнимаем четверку, у нас получается единица. То есть вот это выражение нам вернет единицу, да, то есть остаток отделения от пятерки, остаток от пятерки, да, на 2, да, будет, вернет нам единицу. Ну и потом мы сравниваем. Здесь у нас будет единица, здесь в это выражение, да, единица. Равняется ли единица нулю? Нет, не равняется, да, поэтому у нас здесь это выражение вернет false, и тогда распечатается этот блок кода, да, вот этот блок кода сработает. Но заметьте, если мы сравним вот этот кусочек кода, да, и вот этот кусочек кода, ну, на ваш взгляд, какой код является более читабельным? Ну, на мой взгляд, наверное, вы со мной согласитесь, что вот этот код, он является более читабельным. То есть мы сразу смотрим на название этого метода из multiple и сразу понимаем, о чем идет речь. Вот этот код, он как бы не совсем очевиден. Понятное дело, тоже можно легко понять, что этот код делает, да, но это как бы не сразу, не первое, что приходит на ум, да, то есть это не считывается сразу же, да. Поэтому все же я советую вам использовать вот этот метод, потому что он более читабельный. Читабельность является приоритетом. Вы всегда должны стараться писать тот код, который является более читабельным. Вот. И, понятное дело, здесь вы можете проверять делимость целых чисел не только на двойку, на любое другое какое-то число целое, да, в зависимости от того, что вам нужно, да. И то, как вы можете его использовать, здесь, в принципе, как бы в зависимости от ситуации, да, от ваших потребностей. Вот. Оператор остатка отделения, он немножечко, конечно, используется в другом ракурсе, но, в принципе, как вы здесь видите, да, если мы используем сравнение, да, то, в принципе, можно вычислить, является ли это число, допустим, четным либо нечетным, в зависимости тоже от ситуации. Но все же я вам советую использовать вот этот новый метод, который доступен со Swift 5.0. На этом все. Как и обещал, видео получилось не длинным, коротким. Если вам было интересно, ставьте, пожалуйста, лайк, комментарий, если что-то вдруг непонятно. У нас будет еще одно видео, где мы рассмотрим еще одно нововведение Swift 5.0. И на этом мы обзор нововведений Swift 5.0 будем завершать. И, конечно же, также подписывайтесь на канал, здесь также будет много интересного. Буду стараться выкладывать видео как минимум раз в неделю. И будет возможность чаще, буду выкладывать чаще.